Volkswagen всерьез нацелен усилить свои позиции на рынке и не просто догонять конкурентов, а уверенно вырываться вперед. Стратегия ясна – расширять модельный ряд и делать его максимально привлекательным для разных водителей. К 2027 году Volkswagen собирается выпустить сразу 9 новых моделей. Среди них долгожданный для европейцев серийный ID.2, обещающий иметь ценник менее чем 25 тысяч евро. И доступный ID Every One всего около 20 тысяч евро. Цель – сделать электромобили по-настоящему массовыми. Кстати, именно с мировой премьерой концепта Every One Volkswagen впервые показал нам свое новое дизайнерское лицо. Свежий взгляд, понятный и настоящий, но со ссылками на культовое прошлое. Volkswagen отошел от стиля моделей ID.3 и ID.4, сделав Every One более монолитным и уверенным в дизайне. Прослеживается вдохновение классическими моделями бренда, в частности, первыми поколениями Golf. Четкая линия окон и минималистичный подход к стилю помогут избежать эффекта быстрого старения дизайна. Особенно заметна задняя часть с черным стеклом, которая напоминает Volkswagen Up, но здесь оно выглядит более современным. Массивные 19-дюймовые колеса и расширенные крылья придают автомобилю мускулистость, а задний бампер с вырезами в форме скейтборда делает его еще более выразительным. Volkswagen утверждает, что серийная версия будет соответствовать концепту ID Every One и будет иметь длину 3880 мм, что на 280 мм больше модели Up, но в то же время новинка на 94 мм меньше пола. Ширина 1816 мм, высота 1490. Несмотря на компактные размеры, Volkswagen обещает, что салон не будет уступать пола с точки зрения пространства и предназначен для комфортного размещения 4 человек. А багажник с объемом 305 литров делает автомобиль достаточно практичным для городских путешествий и повседневных дел. Новинка построена на новой переднеприводной платформе MEB, отличающейся от заднеприводных электромобилей ID.3 и ID.4. Под капотом есть один электромотор мощностью 94 силы, что позволяет автомобилю развивать максимальную скорость 130 км в час. Хотя автопроизводитель не раскрывает данные об ускорениях до первой сотни, можно ожидать, что оно будет умеренным из-за ориентации автомобиля на городское использование. По аккумуляторной батарее официальные данные пока не обнародованы, но учитывая заявленный запас хода 250 км по международному циклу WLTP, его емкость, вероятно, составит менее 40 кВт-часа. Это небольшой показатель, но, как считают в компании, его вполне достаточно для ежедневных поездок по городу. Именно экономия на батарее позволяет сделать этот электромобиль значительно дешевле ID.3. Новая модульная система с приводом на передние колеса призвана обеспечить хорошее пространство. Приятные на ощупь поверхности выполнены в теплых тонах. Сами ткани состоят преимущественно из переработанных материалов. Зрительный интерьер характеризуется четким языком дизайна, который стилистически полностью соответствует экстерьеру. Дисплей водителя встроен в переднюю панель. В центре доминирует центральный сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Ниже расположены удобные физические кнопки управления температурой, подогревом сидений и громкостью. Ранее Volkswagen, как и многие другие производители, активно внедрял сенсорные панели, стремящиеся к минимализму и экономии. Но на практике такая идея оказалась неудачной. В моделях типа ID 4 сенсорные слайдеры неудобны, не подсвечиваются в темноте, а изменение настроек климата вообще требует глубокого погружения в меню. Еще больше нареканий вызывали сенсорные кнопки на руле, они были слишком чувствительны, но не всегда работали, когда это было нужно. В ответ на критику Volkswagen решил вернуть физические кнопки для основных функций, и поэтому они уже присутствуют в этом концепте.
Также обращает на себя внимание двухспицевый многофункциональный руль, который имеет приплюснутую форму сверху и снизу. Квадратная форма клавиш на руле повторяется в других местах, например, в кнопке регулировки внешних зеркал в водительской двери или для небольшого подсвеченного съемного динамика Bluetooth между водителем и передним пассажиром. Еще одной увлекательной особенностью стала модульная конфигурация салона. Например, пассажир может прикрепить планшет или даже небольшой столик на специальный рельс на передней панели. Центральная консоль тут не просто подлокотник между сиденьями. Это удобный и продуманный элемент, который легко адаптируется под нужды всех пассажиров. Его можно сдвигать вперед и назад, а выдвижные полки пригодятся и как подставка, и как мини-столик. Удобно, функционально и по-настоящему практично. Система сидений такая же сменная, как и центральная консоль. Сиденье переднего пассажира и заднее кресло можно сложить разными способами и таким образом адаптировать к разным транспортным сценариям, включая безопасное место для домашних любимцев на борту или для размещения габаритного груза. Серийная версия Evri Van станет первой моделью по всей группе Volkswagen, которая будет использовать принципиально новую, особенно мощную программную архитектуру. Хотя сама компания прямо этого не уточняет, многие эксперты уверены, что речь идет о программном обеспечении американской компании Rivian. Модель Evri Van станет первым автомобилем бренда, в котором будет использоваться и архитектура транспортного средства, и программная платформа, разработанная Rivian. Все это стало возможным благодаря совместному предприятию, которое Volkswagen и Rivian учредили в прошлом году. Полноценная серийная модель Evri Van ожидается не раньше 2027 года, и, скорее всего, она будет мало чем отличаться от своей концептуальной модели, по крайней мере, экстерьером. В любом случае, производство будет происходить в Европе, а цена 20 тысяч евро должна сделать электрокары более доступными. Volkswagen не сбавляет оборотов электромобилизации и продолжает активно расширять свою линейку. В планах новейшие, более доступные модели на базе платформы ID Evri Van. Уже этой осенью бренд представит следующий концепт из серии электрических городских семейных автомобилей. А в 2026 году стоит ожидать еще больше интересных новинок и анонсов не только от Volkswagen, но и от других брендов внутри Volkswagen Group. Спасибо, что посмотрели наше видео. Нам важно ваше мнение, поэтому не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в центре автомобильных новинок и не пропустить новые видео. Ваши лайки и подписки – это то, что вдохновляет нас создавать еще более интересный и полезный контент для вас. Оставайтесь с нами и давайте вместе следить за всеми актуальными событиями в мире автомобилей.